Всем привет! И сегодня, наконец, наступил тот день, когда мы готовы рассказать наш самый большой секрет, который мы скрываем 4 месяца. Но на самом деле это не такой уж секрет. Это, возможно, просто для нашей семьи какое-то такое событие, которое нас просто вывело из колеи. И мы слишком много переживаний посвятили этому, а на самом деле, может быть, это для кого-то обычная череда событий. Но объясню, почему нас это очень сильно потрясло и почему 4 месяца мы не могли об этом рассказать. Возможно, по законам жанра именно нужно было и записывать это видео, когда только все случилось, чтобы передать вам все эмоции. Конечно, сейчас, когда прошло столько времени, говорить стало легче. И, наверное, уже не в таких красках я это все опишу сейчас, потому что уже все эмоции прожиты, но, с другой стороны, нам нужно было время на это осознание. Может быть, у кого-то это случается быстрее. Не зря люди ходят к психологу, чтобы это все прожить быстрее и эффективнее. Самим иногда сложно все это из себя выкопать, прожить эти эмоции, понять, что с тобой происходит, и принять это. Потому что иногда мы просто отрицаем вот эту грусть, отчаяние, злость, тревогу. Пытаемся от этих эмоций как-то избавиться, сделать вид, что все хорошо, все нормально. А все, что негативное, это как будто бы плохое, и его не надо проживать. Но на самом деле нужно проживать все эмоции. Иногда это очень сложно сделать. Давит какая-то большая ответственность, гиперконтроль над всем, и тебе сложно признать, что все идет не так, как ты это затеял. Так вот, как получилось? Мы приехали в Будапешт как минимум на год. Мой рабочий контракт, он был так, что нужно минимум отработать год, но лучше 2, чтобы компания не зря привезла меня в Венгрию, чтобы я отработала там, естественно. И, это прям был минимум год или 2. Естественно, мы на это настраивались, особенно первые полгода мы были прям в такой эйфории, в такой радости. Мы чувствовали себя очень спокойно, безопасно, стабильно, все развивалось наилучшим образом. Это то, чего мы так хотели и ждали, этот переезд. Долгожданный какой-то новый мир для нас открылся, который мы так хотели. Мы очень хотели сменить обстановку, картинку. Мы такие, так скажем, путешественники, и душа требует постоянно что-то нового, перемен, хочется разных стран, культур. Все люди разные, но мы такие. Нам очень нравится перемещение, и мы себя чувствуем комфортно, когда мы куда-то переезжаем. И мы были в очень таком состоянии, которое, возможно, нас каким-то образом, оно в себя затянуло. То есть ощущение вот этой стабильности, что всегда все так будет хорошо и классно, что все наладилось, какой-то, может быть, поймали расслабленность или еще что-то. И нежданно-негаданно произошло что-то из вон выходящее. И, конечно, это нас очень сильно, наши иллюзии разрушило. Вот что получилось. Но я думаю, что это важно, что это случилось, потому что это такой знак судьбы, это такой опыт, который нам нужно было прожить. Первые полгода мы жили очень насыщенно, мы съездили в Хорватию, в Чехию, мы активно начали вести этот канал, мы очень рады, что у нас нашли силы и энергии на него, потому что это наша такая отдушина, мы очень вкладываем большое удовольствие в ведение этого канала, и очень благодарны нашим подписчикам, всем, кто смотрит, комментирует, всем, кто следит за нашей жизнью, переживает. Нам это нравится, делиться своей историей и своими впечатлениями. С января месяца наступил какой-то спад, какой-то упадок пошел и болезни. Мы с детьми переболели ветрянкой, потом скарлатиной. Так получилось, что я в детстве ничем не болела, и меня тоже слегла вместе с детьми. Мы в январь-февраль мы просто проболели, у нас, не знаю, какие-то были такие тяжелые будни эмоционально, физически, что-то, в общем, пошел какой-то упадок. И как раз в феврале, 6 февраля, мы узнали эту новость, которую я сейчас скажу.
А в самом конце выпуска расскажу, чем же все-таки закончилось и где мы сейчас находимся. Новость звучала так, что наш офис, наша студия в Будапеште закрывается. Компания приняла решение, что она будет развиваться немножко другим путем, и сегодня, например, мы можем, грубо говоря, работать удаленно все. Зачем нам студия и офис? Зачем арендовать лишнее помещение, когда мы все можем работать из дома? Конечно, в этой новости есть, как сейчас я, уже спокойно все пережив, могу сказать много плюсов. Здесь есть много плюсов. Это не нужно отпрашиваться с работы, когда тебе нужно куда-то с ребенком в больницу. Ты сам можешь строить график так, как тебе удобно. Я вот ранняя птичка, мне нравится в 5 утра работать, я могу в это время вставать, делать свои дела, а уже потом, например, в обед часок поспать. Такой режим. Мы можем жить где хотим, так как мы оба работаем удаленно, можем выбирать любую страну. Кажется, что плюсов очень много. Но есть один большой жирный минус, который нас и очень сильно, не то чтобы разочаровал, но он нас очень сильно сбил с пути. Этот жирный минус – это невозможность больше оставаться в Венгрии. Это невозможность продлить ВНЖ из Венгрии. Новый миграционный закон, который приняли 1 марта, он полностью нам, как сказать, сначала у нас были еще надежды какое-то время, мы собирали документы, мы действовали, мы надеялись, верили, у нас постоянно были эмоциональные качели, нам одни миграционные юристы говорили одно, другие другое, то есть у нас были очень непонятные ситуации. Может быть, поэтому тоже мы не хотели видео записывать, потому что мы не знали все-таки, чем закончится эта история, и что все-таки по итогу будет. Как все сложится, мы не знали, мы сами. Мы сегодня думали так, завтра оказывалось по-другому. Это было очень тяжело. Конечно, были слезы, сопли, много всего было. Я сейчас просто уже это все пережила, может быть, с улыбкой рассказываю, но тогда я бы, наверное, даже не смогла из слов сказать. Мне было очень просто обидно. Потому что, скорее всего, у меня были определенные планы, были, я не знаю, были какие-то, может быть, иллюзии, но все-таки было желание оставаться в Венгрии, потому что страна за год нас очень поразила. Не хочется сейчас говорить о всех этих миграционных тонкостях, но, в общем, факт такой, что мы никак не могли продлить ВНЖ в Венгрии, находясь там. Для этого нужно снова весь пакет документов подавать из страны твоего гражданства, то есть лететь в Россию, подавать оттуда, ждать 3 месяца и так далее. Нас этот вариант не устроил, поскольку нас 4, дорого обошлись бы нам билеты туда-обратно, потом мы не знали, куда девать вещи, то есть держать квартиру и платить за нее в Будапеште. Потом, если вдруг ничего не получится, а вещи останутся тут, ждать в России и что делать там, когда все вещи здесь. В общем, такая сложная ситуация, особенно когда у тебя дети, ты не можешь себе такое позволить, такую неопределенность. Все-таки это большая ответственность, переезд с детьми. И это, наверное, самое было сложное, почему мы не могли какой-то шаг резко предпринять, потому что нам нужно было все обдумать. Мы никак не могли смириться с этой мыслью. Как так? Нам так понравился Будапешт. Мы так хотели изучать венгерский язык, мы хотели продолжать здесь жить, учиться, и детям очень нравилось. И инфраструктура шикарная для семей с детьми. Но почему же так получилось, что мы никак не можем здесь остаться по именно миграционному законодательству? К сожалению, мы отпустили эту ситуацию, мы поняли, что мы ничего сделать здесь не можем. То есть это в апреле только мы уже полностью сдались, когда уже точно прям стало известно, уже пришел отказ моему коллеге из миграционной службы, что точно нельзя, что это уже прям новый закон, и продлеваться теперь нельзя, если меняешь основание нахождения в стране. То есть если раньше у меня было трудоустройство официальное благодаря офису, а теперь у меня ИП, потому что я на удаленке. Основания абсолютно разные. Если бы я нашла другую работу в Венгрии, то тогда можно было бы.
Тогда было бы такое же основание трудоустройства. Но работу я не хотела менять, потому что мне нравится моя работа, и мне понравились те плюсы, которые мне дает удаленка и работа из дома. И я бы хотела, конечно, попробовать продолжать работать в этом темпе, но единственное, что мы не знали, где нам жить, куда нам податься. Это вот была самая сложная тема для обсуждения. Мы изучали разные страны Европы, мы не хотели возвращаться в Россию, мы именно хотели все-таки в разных странах пожить, попробовать. Было тяжело, потому что, к примеру, старший сын Марк, ему нужно в школу скоро, и нужно понять, какой бы язык он изучал. То есть мы, в принципе, хотели продолжать изучать венгерский в том числе, потому что за год они очень сильно продвинулись, им очень понравилось в садике. Мы когда уезжали, мы плакали воспитатели, плакали мы, дети. Очень грустно было прощаться, потому что очень было классное отношение, дружеская атмосфера, классный детский садик, просто стал вторым домом для детей. И мы очень рады, что этот год они проходили туда, они поизучали венгерский, они познакомились с другими детьми, они немножко пожили в этой среде, и это большое счастье. Вот. К тому же здесь, в садике, они ходили в одну группу оба, и им было комфортно. Не во всех странах есть такая возможность. Чаще всего группы делятся по возрастам. Конечно же, было очень обидно расставаться с тем, что есть в Будапеште. Это крутые детские площадки, которых очень много. Мы даже еще все не объездили, которые очень разные, они классные, они современные, там чего только нет. Я не знаю, мы 2 раза в день ходили гулять, и дети всегда были в восторге. Они везде там лазили, прыгали, пробовали что-то новое. Я, конечно, не очень много где была, но мне кажется, это одна из стран, где очень большое внимание уделяется детям. И вот наличие таких площадок – это просто космос. И плюс транспортная инфраструктура. Как легко до всего добраться. У меня проездной, мне вообще не надо ни о чем париться. Просто его носишь с собой и все. Где-то одну остановку проехать, где-то 2. Трамваи приходят там каждые 2 минуты, автобусы каждые 4 минуты, троллейбусы, метро. Столько транспорта, все электронное, все есть у тебя в Google картах. Ты просто по времени смотришь, подстраиваешь маршрут, идешь и садишься. Вообще. Просто идеальные условия. С таким, с этим очень сложно прощаться, потому что ты привыкаешь к хорошему. Тебе это все настолько нравится, ты привыкаешь, все такое классное. То есть этот год в Будапеште, он нам подарил столько положительных эмоций, столько событий. Там проводится столько всяких мероприятий, фестивалей. Мы не везде были, мы вообще много где не были, потому что мы столько работаем, мы столько с детьми гуляем, проводим с ними досуг и так далее. Мы физически не успевали на какие-то такие крутые мероприятия или там концерты. То есть мы, в принципе, почти никуда не ходили. Но куда ходили, мы всегда получали удовольствие. То есть мы, грубо говоря, пользовались там 1% из того, что предлагает Будапешт. И вообще Венгрия. Мы еще по Венгрии не покатались. Но мы уже были перенасыщены, то есть даже вот этот 1% из всего того, что там есть и происходит, оно нас так наполняло, так насыщало, это был шикарный год, очень насыщенный, интересный на события, и, конечно же, из-за этого очень было грустно прощаться. И венгерский язык нам очень понравился, не знаю почему, но он очень для нас красиво, мелодично звучит, и насколько бы он сложный не был, мы все равно планировали его изучать, то есть потихонечку уже к этому шли, и дети занимались там в субботней школе, то есть интерес у нас очень большой был. Рассматривали мы эту страну как в перспективе для жизни, вот, для учебы, для работы, для всего. Но случилось вот такое вот событие, которое выбило нас из колеи и которое вернуло нас, наверное, в реальный мир, которое дало нам возможность посмотреть немножко на это со стороны и подумать, сравнить,
Типа, а точно ли вы хотите жить в Венгрии? А вы уверены? А может быть, есть еще другие страны? Может, вы еще поживете где-нибудь еще, посмотрите и проанализируете? Может быть, так и есть. То есть жизнь нам дала возможность сравнить, не останавливаться на одном. И, ну, мы решили прислушиваться к этому потоку, вот, потому что мы сопротивлялись долго, то есть с февраля по апрель у нас жила надежда, что мы останемся, то есть мы собирали документы, мы открыли 2 ИП, мы все, что можно, делали, но каждый раз упирались в какие-то сложности. В общем, мы поняли, что, наверное, сопротивляться бесполезно. Начали появляться мысли о переезде, как бы грустно не было, как бы не хотелось уезжать, но это приходится, это вот такой этап, который нужно принять. И вот он наступил, мы начали рассматривать, наверное, ближайшие страны. Почему? Потому что, во-первых, у нас очень много вещей. Для удаленной работы из дома мне необходимо много оборудования, много реквизита, ну и, в общем, много всего. У нас огромное количество коробок с вещами. Нам нужна была ближайшая страна, куда мы это все перевезем. И тогда мы начали рассматривать соседние страны с Венгрией. И каким-то таким чудесным образом, расспрашивая людей, там, читая какие-то чаты, мы вышли, там, посмотрели на YouTube, еще что-то. Мы вышли на такой маленький-маленький городочек. Нам было страшно, скажу сразу, потому что Будапешт – это центр, это столица. Мы жили в центре города, у нас был доступ ко всему, все было рядом. Мы вообще давно мечтали пожить вот так в центре. Я просто всю свою жизнь практически прожила где-то на окраине. Мне хотелось очень жить в центре. Вот, мне нравится вот эта движуха, то есть нам не нужны были какие-то клубы, кафешки, мы никуда вообще не ходили, мы даже в кафе, наверное, были 1 раз только. Но просто нам нравилось, что в центре все рядом, 5 минут там, и ты уже в каком-нибудь классном месте, там 15 минут и ты в парламенте, то есть все рядом, все близко, и постоянно ты находишься вот в каком-то вот центре событий, центральный парк, еще что-то вот. Это нас вообще впечатлило, и мы этим наслаждались на тот момент. И когда мы нашли этот городок маленький, с небольшим населением, и, конечно же, с вообще абсолютно неразвитой инфраструктурой, то есть не там транспорта, не Икеи, ничего здесь нет, вот, но здесь есть какой-то свой шарм, своя изюминка и просто что-то новенькое и другое, которое, в принципе, нас и устроило, потому что мы искатели приключений, и нам нравится всякое вот такое разное. Ну и, возможно, кто-то уже догадался, кто-то видел в Инстаграме, Вадим выкладывал. Он ездил сюда на разведку, в этот городок, пока еще мы жили в Будапеште. Он находится в 200 километрах от Будапешта. Это примерно 2,5 часа езды. И он про-венгерский, так скажем. Здесь 2 государственных языка, венгерский и сербский. Это сербский городочек Суботица. Здесь много, в принципе, садиков, везде все написано на 2 языках, много людей, которые разговаривают на венгерском. Нам понравился один небольшой домик, то есть если до этого мы жили в квартире в центре города, в апартаментах, там с 2-метровым потолком, в таком старинном 100-летнем доме, то сейчас мы живем в своем небольшом домике, с огромной территорией такой дворовой, где дети могут гулять и чувствуют себя как в деревне у бабушки с дедушкой. То есть им здесь вообще очень нравится, что здесь такая природа. Это, в общем, 2 противоположных места. Если вообще вот даже из дома и из дворика не выходить, то прям все идеально. Конечно, когда ты выходишь за порог дома, ты сталкиваешься с тем, чего не было в Венгрии. То есть какие-то, где-то вообще тротуаров нет, где-то очень плохой асфальт, ямы, раздолбанные тротуары. То есть, в принципе, городок очень такой недоделанный. Детские площадки просто никакие. Дома исписаны какими-то надписями, граффити, то есть, ну, все говорит о том, что это маленький и такой бедный городочек. Вот. Но есть красивые места, такие как центр города. Посмотрим, что еще здесь в округе есть. Пока первое впечатление такое, что
дома хорошо, и хочется возвращаться сюда и находиться здесь. Вот. Но так, в целом, мы гуляем до центра, мы пару площадок себе присмотрели, дети у нас непривередливые, им все нравится. То есть это я только на свой, может быть, вкус считаю, что да, там что-то не очень, но дети в восторге от всего. Они вообще для нас такой пример, что им все нравится, они получают удовольствие от жизни, они радуются, они счастливы везде вот с нами. Хоть куда мы их не привезем, они все равно найдут что-то в этом классное. То есть они очень обрадовались, что мы сюда приехали. Они так и сказали, что мы, в принципе, даже устали жить там, в центре города. Марку хочется пожить вот здесь, на природе, где есть зелень, полазить по деревьям, там, полежать на гамаке. Тут у него кусочек Таиланда есть, то есть ему это вообще очень нравится. И поэтому мы берем пример с них, радуемся всему, что сейчас происходит, с открытым сердцем, с открытой душой, ждем новых приключений, новых путешествий. Мы так думаем, что здесь мы тоже сможем что-то для себя открыть, вот. Хотя это страна не Шенгена, это не Европа, но тем не менее здесь тоже поблизости есть очень хорошие, красивые страны, есть море. Я думаю, мы обязательно куда-нибудь прокатимся, съездим. В целом мы очень благодарны тому, что с нами произошло. Мы прошли этот путь, мы 4 месяца пережевывали эту информацию, мы пытались найти из нее какой-то выход достойный для нас и для нашей дальнейшей жизни. И мы до сих пор еще находимся в таком перепутье, куда дальше податься, оставаться здесь, возвращаться в Венгрию или рассматривать еще другие страны. И так как у Марка скоро школа, какой все-таки язык ему учить? Сербский, венгерский, английский, русский. То есть мы все равно находимся в таком еще перепутье, но мы стараемся сохранять спокойствие, потому что переживать, в принципе, смысла нет. Все равно все сложится самым наилучшим образом. Надо просто пользоваться этими возможностями, пользоваться всем, что дает жизнь. Возможно, в каких-то местах надо просто жить и наслаждаться, не пытаясь все контролировать, не утопать в этой стабильности, в спокойствии, вот оно так, как сейчас, и больше по-другому быть не может. То есть всегда быть гибким и готовым к разным возможностям и к разным развязкам. Вот. И сейчас, да, получив такой опыт, мы понимаем, что, возможно, еще это не окончательный наш пункт, и дальше мы еще куда-нибудь поедем. Но пока мы здесь, мы обязательно будем получать удовольствие от всего, что с нами происходит. Пусть каждый момент нам принесет радость, и мы очень благодарны, что у нас есть такая возможность. Спасибо вам большое за внимание, мне очень приятно, если вы досмотрели до конца, послушали мой такой рассказ, и, возможно, я кого-то вдохновила, воодушевила. Буду рада делиться своими впечатлениями, хочу пожелать каждому верить в себя, верить в эту жизнь и знать, что для каждого из нас есть самый лучший вариант. Не сопротивляйтесь, доверьтесь этому миру, и пусть все у вас получится. Пока!